Друзья, всем огромный привет! Сегодня на дворе у нас 28 ноября 2024, четверг. Вот, а это значит, что завтра у нас 29-я пятница. Но это не обычная пятница, это так называемая Black Friday, да, черная пятница или пятница, когда большие идут уценки в магазинах, так и так далее, так далее. Но на самом деле, я думаю, суть этой пятницы заключается не в этом, а в том, что вот, по традиции, не знаю, как во всем мире, а вот в Германии по традиции вот в конце ноября, то есть зарплату за ноябрь, мы получаем, так скажем, с надбавкой. Weihnachtsgeld, так называемые. Вот это, такой бонус к Новому году, да, вот, к Рождеству, точнее сказать, вот. И я, естественно, тоже решил кое-что себе прикупить, вот, сразу скажу, я хочу купить вторую камеру GoPro 12 и хочу купить себе новый дрон. Вот, старый дрон я уже продал на eBay, вышел он у меня 230 евро, вот. Хороший дрон, но у него... Мне не хватало только там одной функции, вот, чтобы дрон мог следовать именно за мной, или сбоку, или сзади, спереди, там, в общем, вот эта функция отслеживания, значит, объекта, да. Вот, поэтому я думаю, может быть, завтра я посмотрю, если какая-то уценка будет, то, наверное, я это дело куплю. Вот, а почему я пришел в гараж? Это потому что я купил новое зарядное устройство для аккумуляторов. И специально зарядное устройство для литий-железофосфатных аккумуляторов. Именно вот для литий-железофосфатных, только их оно заряжает. И сейчас я все-таки решил снять, значит, свой аккумулятор и снять аккумулятор с Априлии и поставить на зарядку. Так как моему аккумулятору Africa Twin уже пошел 7-й год, я думаю, что было бы, конечно, хорошо его полностью зарядить. Вот. А на Априлии, конечно, он уже в ноль разряженный, будем его заряжать. Вот. Всегда нужно откручивать в первую очередь минусовую клемму. Вот, это именно для того, чтобы, вот, например, я сейчас касаюсь клеммы и могу касаться корпуса мотоцикла. Вот, случайно, да, допустим, коснулся, и у меня не произойдет короткого замыкания. Вот, а если начать с плюсовой, то, естественно, можно задеть за корпус и, собственно, замкнуть, сделать короткое замыкание. Поэтому... Красавец. Так, да. Вот он. Очень маленький аккумулятор. По-моему, какая-то французская фирма. Здесь есть тест. Он показывает, что... Итак, друзья, вот перед вами два аккумулятора. Один с Африки и другой с Априлии. Значит, этому аккумулятору 6 плюс лет, а этому 1 плюс. То есть, получается, весной будет, значит, 2 года, вот, а этому весной будет уже 6,5 лет. Итак, значит, сейчас мы замерим напряжение, пушок, всего 3 вольта на клеммах. И теперь Хонды сколько? 13,03, то есть... По-моему, должен быть полностью заряжен аккумулятор 13,8, мне кажется. Вот, если я не ошибаюсь. Вот, но вполне достойно. Он уже месяц стоит. Вот, один раз я его заводил, вот, буквально. И поэтому вот так. Сейчас, значит, вот размер, да. Вот, смотрите, не намного он, хондовский аккумулятор,
больше, да, он пошире, да, вот, но он, так скажем, такой квадратный по высоте, да, чуть больше по высоте, вот. Вот это заявляет, что это тоже литий железофосфатный. Да, вот здесь стоит литий железофосфатный. Ну, это, конечно, хорошо. И этот литий железофосфатный. Но здесь, по-моему, стоит, что он просто литий. И все, литий-ионный. Но он в реальности это железно-фосфатный аккумулятор. Так, теперь мы взвесим. Пушок, Пушок, иди битый вон туда. Ну, что, тоже хочешь? Тебя тоже взвесить? Так, смотрим. Итак, 955 грамм. И взвешиваем кило 368. Пух, давай, иди. Не мешай мне. Вот, ну, собственно, зарядное устройство. Особенность. Я не знаю, как работают другие, но мне вот это понравилась схема. Вот здесь нарисован такой график. Да? Вот, и на самом деле здесь 8 ступеней зарядки. Так, сейчас я вам прочту. Значит, вот 8 ступеней. Ну, 7-я и 8-я это ступени, когда это зарядное устройство подключено, ну, в общем, допустим, на продолжительное время. Да? Здесь написано от 10 дней и более. Да? Мотоцикл у вас стоит в теплом гараже, где-то там, где есть вот электричество, можно просто вывести провода, подключить его, он его полностью зарядит, как положено, и потом будет поддерживать напряжение. Сиди, сейчас пойдем играть. Сейчас я запишу и пойдем играть с тобой. Так, короче. Я тебе сейчас... Ты засранец. Ну-ка. Пушок. Вот оно какое. Ну, изготовлено, конечно, я вам скажу, очень классно. Очень здорово. Вот здесь 8 ступеней. И вот, значит, тут... Вот, оно, конечно, да, предусмотрено, допустим, где-то в гараже его прикручиваешь к стене. Вот они провода. И можешь подключать на долгое время. Вот, и вот здесь, значит, первая ступень. 25%. Максимально 30 секунд. То есть, очевидно, очень такое 11 вольт. Подается 11 вольт в таком, ну, как бы щадящем режиме. 30 секунд, 11 вольт. Потом переходит на вторую ступень. И где-то 10 часов. 10 часов заряжает с напряжением 13,8 вольта. Да? 10 часов. Ну, это как бы вот процесс зарядки. Да? После 10 часов, ну или после того, как аккумулятор уже набрал емкость, да, значит, напряжение повышается, проводит тест батареи, и, значит, тестирует батарею, когда она понижает напряжение до 12 вольт, 3 минуты написано, да, а здесь 30 минут, то есть она как бы вот это тестирует, потом, очевидно, дает, наверное, нагрузку на батарею, понижает, и потом опять 30% на 14,5 вольта. Вот. И 14,5 вольта она поднимает 30 минут. То есть это вот как раз до полной зарядки. Ну вот тут как бы вот эта схема нарисована, да, вот она выше напряжение, потом ниже. Да. Ну а 7-я и 8-я это уже такие многодневные циклы зарядки. Вот, поэтому кому надо, вот. Вот, ну сейчас мы ее подключим, посмотрим. Ну и уже там сделаем уже тогда вывод на основании полученных результатов.
Так, ну вот, значит, здесь это показывается. Вот я нашел, это ошибка, да, вот горит U символ. И, значит, кнопка включения и кнопка вот штюринга, это значит неисправности. Но здесь нарисовано, что она должна гореть. Это постоянно, не моргать. Вот. В единственном случае здесь, когда она моргает, это перегрев. Вот. А здесь обозначается Überspannung Schutz. Это, ну, перенапряжение, ну, предохранитель, получается, как бы предохранитель перезарядки, да. Если подать высокое напряжение, то там и срабатывает вот это как раз защита. Вот, только что отключил и буквально вот переключилась. 9 вольт показывает, первая ступень. Вот 9 вольт, да. Вот, и смотрим. Сейчас через 30 секунд он должен это самое поднимать напряжение. 10 вольт. 10 вольт. 10,2. Ого, так что может быть и заработает, ребята. Так, вот включилась вторая ступень. Вот видите, вторая. Напряжение 11,6. Друзья, значит, вот прошло сколько? Примерно 3,5 часа. Я тут уезжал по делам. Вот сейчас заехал, заглянул, как тут обстоят дела. Значит, вот они, прошли все ступени. Шестая, последняя как бы. И вот перешла на седьмую. Седьмая, это вот уже зеленым она горит. Это получается многодневная система, которая там рассчитана, ну, минимум на 10 дней. То есть вот в таком вот режиме 3,5 вольт, 13,5 вольт, значит, подается на аккумулятор. Тут тестируем. Полностью заряжен. Все, то есть зарядку он прошел, и я думаю, что все, слава богу, все хорошо с этим аккумулятором. Сейчас мы поставим уже аккумулятор от Honda. Замеряем напряжение. 13,5. Ровно сколько показывал этот. Но это вот как раз полностью заряженный аккумулятор 13,5 вольта. В общем, тогда я сейчас ставлю хондовский, проверяем. Посмотрим, как он покажет. А этот аккумулятор завтра еще раз посмотрим. Вот. Ну, понятно, он пошел сразу на вторую. С первой ступени на вторую сразу. Потому что напряжение у него и так было 13. Сколько-то? 13,6, по-моему, где-то так, наверное, было. Вот. Поэтому сейчас будет вот эта зарядка идти до 90, по-моему, до 95%. Вот приблизительно. Да, то есть вторая, он как бы вот это основная вторая ступень. То есть, очевидно, аккумулятор в хорошем состоянии, поэтому он сразу перескочил уже на третью. Третью сейчас он будет тестировать. Третья, четвертая — это как бы тест. Вот. И пятая — это заключительная. Вместе с шестой, получается, это уже как бы последние ступени, когда зарядка идет на 100%. Еще полчаса подождал. В общем, все. Сейчас показывает седьмая ступень. Вот, седьмой этап, да, зарядки. Вот в таком режиме она теперь будет может находиться очень долго, да. Вот, значит, на сегодняшний момент могу сказать, что вот это зарядное устройство мне очень понравилось. Я рекомендую. Вот, кому интересно, кому надо. Вот здесь специально, вот видите, установлен символ. Это для литий-феррум-фосфат. Литий-феррум-фосфатные аккумуляторы. Вот, поэтому у них особая начинка у этих аккумуляторов, поэтому зарядное устройство должно быть тоже специальным. Вот. И, конечно, она стартанула, вот этот аккумулятор, полностью севший, на котором было всего 3 вольта. 3 вольта. Да, и все-таки она смогла его запустить. Этот прибор справился. Вот. Так что, друзья,
Все, на этом это видео, коротенькое видео я заканчиваю. Я, кстати, вот на дворе уже ночь, и я буквально сейчас, вот пока заряжался аккумулятор, я купил себе еще одну GoPro-шку, 12-ю модель. Я думал, может быть, думал купить DJI Action, вот это DJI Action Funf, Action 5 Pro. Вот, она немножко подороже, но что-то я так смотрел. Останусь я на GoPro-шках, и вот сейчас у меня будет 2 12-х. Вот, и останется купить еще дрон. Вот, ну дрон дорогой, собака. Вот, я сегодня еще послежу за ценами. Цены не падают. Вот, как был он 1000 месяц назад, так вот и сейчас висит. Так что, вот, но как куплю, я вам все это самое покажу. Всем добра, удачи, счастья и любви. Пока.